полосатик. Вот такой. Приветствую вас, уважаемые зрители телеканала Трофей. С вами я, Александр Радченко. Осень. Схема как была и весной. Google Maps, поиск озер. Вот видите, такое красивое лесное озеро. Что тут, кто тут, ничего не зная, но окунь уже присутствует. Мы это знаем. Поэтому будем ловить дальше. Так, друзья, скажем так, достаточно классическое озеро, дамба, то есть был какой-то водный объект, какая-то речечка или ручеек, и вот сделали такое озеро. Возле дамбы тут самое глубокое место, но пока я глубины тут особо-то и не вижу. В 2 грамма достаточно комфортно работать. И пока я не нашел такой ярко выраженной бровки. Достаточно спокойный подъем с бровки, 2-2,5 метра. Очень прозрачная вода. Это осень. А возможно тут такая водичка и есть. Если бы я был бы в очках, то вообще видел бы дно. Так, что по рыбе? Ну, окунь уже есть, мы это знаем. Что тут еще есть, неизвестно. Будем смотреть. Возможно, есть щука. Видим какое-то строение. Там забор. Тут забор аж в воду заходит. Капитальный такой. Домик на воде. Может, тут и щука есть. Возможно, жители запускали рыбку. Я бы запустил, если бы жил в таком домике. Так, окунек был пойман со 2-й попытки. Проводочка вдоль берега. Ничего не выдумывал. Виброхвост 1,5 дюйма на 2-граммовой джиге. Медленный оборот катушки, без рывков, без подрывов, просто. Все медленно, все не торопясь. Все-таки уже водичка остыла, и рыба становится более медленной, пассивной. Ну, еще мне очень хочется половить здесь на воблеры. Рельефчик как раз очень для этого подходит. Такой спокойный подъем с глубины. Можно обрабатывать тут всю береговую линию воблерами. Надо, скажем так, найти, где более-менее стоит стайка окуня силиконом, а потом уже, возможно, их уничтожать воблерами. Ну, это я так себе придумал. Как оно будет, посмотрим. Интересно, видит ли меня окунь, потому что вода очень прозрачная. Вот, кстати говоря, даже вот непривычно на озере видеть такую воду. Обычно там такая мутная, зеленая. Так, еще пару забросов. Тут походим и будем куда-то идти. Или туда, направо. Посмотрим. Там такой песок, как пляж, возможно, делали. Там и может быть окунь на воблера. Он такие места очень любит. Еще на прошлой неделе деревья были зеленые. Температура воздуха была около 20 градусов. А уже через неделю, там 1,5, сразу как все поменялось. Стало гораздо прохладнее. Сразу настала золотая осень. Деревья желтые, красные. Утром холодно. Днем немножко теплее. Но все равно, как для конца октября, погода немного аномальная по температуре. Очень тепленько. Но это и хорошо. Я не очень люблю холод.
Хотя зимой люблю ловить. Так, друзья, пытаюсь уговорить окунчиков на воблер, но что-то пока не очень выходит. Поставил такой небольшой воблерочек, 5 сантиметров, цвет Mad Tiger. Он очень хорошо работает вот именно по такой прозрачной воде. Он и не отпугивает рыбу ярким цветом, потому что он матовый. И в то же время, как провокатор, такой цвет выступает. Даже есть такое, как поговорка: воблер может быть любого цвета, если это Mad Tiger. Ну, Mad Tiger это один из самых универсальных цветов. Работает практически всегда, везде, по любой рыбе. Есть много рыболовов, у которых это любимый цвет, и другого просто нет. Только Mad Tiger в разных вариациях там воблеров. Это примерно как кислота в силиконе. Так, друзья, наконец-то мои упражнения с воблером увенчались успехом. О, какой хорошенький окунек. Перед ним был сход. До берега не дотянул, а этот... Так, осторожно, нужно с крючка снимать. Их аж 2 тройника. И они цепляются очень хорошо. Вот такой окунек. Какой-то он все равно худенький. Большая голова, а сам такой худенький. Тут немножко другое место, чем там. Тут совсем так мелко. Я так понимаю, что вот там, где он стоит, оба выбросили. Оба клюнули где-то с выброса. Половим. Я уже говорил, что воблерная рыбалка — это моя очень любимая тема, но не всегда получается ловить воблерами. Все-таки силикон преобладает в большинстве выходов на воду. Поэтому такие воблерные рыбалки — это такая очень ценная вещь. Если бы еще ветра не было... О, сейчас хорошо полетело. Воблерок у меня медленно тонущий. Анимация такая не очень резкая. Все-таки вода холодная. 2 рывочка и пауза. 2 рывочка и пауза. Так, тихо. Возможно, стайка проходила. И я смог выхватить самых активных. Но это дает надежду, что такие воблера все-таки будут работать. Вообще, воблерная рыбалка достаточно сложная и интересная штука. Допустим, если на речке, на том же Днепре, на его заливах на Днепре все более понятно. Утро, толчок воды, вечер, то озеро — это такая вот постоянно интересная рыбалка. Всегда приходится подбирать какой-то ключик, да и не один. Есть озера, на которых окунь утром не клюет. Вот не клюет и все, вот не хочет. А где-то ближе к 12, к самому такому аду жаркому, это вот летом, он начинает кушать. Такие бывают нюансы и парадоксы. Ха-ха. Уже выматывался. Вода ж прозрачная, видите. 3 штуки вылетело, делаю паузу и самый такой быстрый хватает. Небольшой, но приятный. Вот Mad Tiger рулит.
Вообще этот воблерочек у меня в топе по окуню. Я всегда его с собой беру. Так, это были поклевки на выбросе, а теперь сопровождает воблер до самого берега. Вот и пойми эту рыбу. Ну вот мой знакомый рассказывал такой интересный факт в этом осенью. Конец сентября, Днепр, в черте Киева, с лодки. Окунь, огромное количество, клюет только на вот такие моблеры класса Minnow на равномерной быстрой проводке. Все, больше не хочет ничего. Ни твич, ни силикон, там блесны, вертушки, колебалки, ничего. Забросил и пошел так крутить, вот так быстро. В заброс. Все остальное в игноре. Почему так? Ну вот тоже вот непонятно. Прозрачная вода — это чудо. Поклевки такие зрячие. Ты видишь, как окунь вылетает. Вот жалко, что не взял очки. Так, друзья, наверное, всю активную воблерную рыбу мы отсюда выловили. Я тоже пытался и поппером, и волкером как-то. Ни одного поклевки, ни одного выхода. Давайте немножко далее пройдемся. Пока приманку я не меняю. Все тот же воблер. Не клюет. Так, друзья, ну видите, вот такая подставочка по поплавчанку. Еще и вот лежит такой вот олдскульный поплавок из гусиного пера. Вот тут еще ловит и на поплавчаночке. Там какого-то карасика или красноперку, что-то такое. Такой он уже поюзанный, поломанный. Если еще отрезать кусочек, вполне можно и дальше им ловить. Ну, оставлю, может, кому-то будет нужен. Какие-то есть непонятные одиночные выходы рыбы. Может, окунь, но я туда не добрасываю. Просто-напросто. К сожалению. Ну, я так думаю, что, наверное, пора возвращаться на дамбу и пробовать ловить там. Ну и вообще идти в ту сторону. Там какие-то домики на той стороне есть, но этот кусок, участок берега, где песок, там 100% можно ловить. А вот дальше там уже забор заходит в воду. Интересно, можно ли его обойти. Там интересные места, еще и вымазка какая-то есть. А на ней даже кто-то сидит. То утки. Так, ладно. Такое хорошее место, но что тут мне ничего не удалось поймать. Есть. Все-таки я его выдурил. Сейчас объясню, почему выдурил. Маленький. Но пусть. Это уже на силикон. Я так понимаю, что активный окунь клюет на воблеры, а который неактивный, пассивно тут клюет на умирающую проводку на силикон. Такую еле-еле, шкрябание по самому дну, не резкое, плавненькое. Это с третьего раза я его поймал. Был сход,
был контакт. И вот все-таки одного смог выдурить. Ну, непонятно теперь более-менее. Еле-еле. Это уже зимняя проводка. Я так понимаю, что смело можно ставить что-то очень маленькое и шкрябать по дну. Но, конечно, не очень это хочется делать. Друзья, мы были только что вот там, где белый забор и трава. А сейчас я смотрю, там бой верховой окуня. Так хорошо гоняет малька. А мы оттуда ушли. А там же был такой выход. Вот еще. Все-таки он выходит на мель поесть. Надо просто как-то его там ожидать. Не знаю, потому что тут довольно глубоко. Я поставил 2 грамма. И падает довольно долго. 3 метра тут точно есть глубины. Тут почти под ногами. Уже тут такое еле-еле касание приманки. Я так чисто на опыте, скажем так, понял, что это поклевка. Пусть плывет. Такой симпатичный. Может, не нужно далеко бросать. Так, за свальчик, чтобы не терять времени. Так, у нас солнышко вышло, и клевать все равно перестало. Но все равно я хочу пройтись по песку с воблером, чтобы уже... Чтоб было. Но если там уже ничего не будет, то, конечно, будем добивать рыбу силиконом. Был выход на воблер, уже под ногами вышел. Еле-еле тюкнул, я подсек, но так, на мгновение по зубам зацепил и сошел. Но все-таки вышел. О, это что ж такое? Второй сход подряд. Ну, хорошо, что он хотя бы есть. Тут вообще такое интересное место. Тут довольно сразу глубина уходит. Я даже поставил такой диповый воблер с заглублением где-то до 1,5 метров. И вот, как видите, это какой-то результат приносит. Вернее, полурезультат. Есть поклевки, нет реализации. Но это уже хорошо хотя бы, что есть поклевки. И я так бросаю, ну, не немножко, а под углом. Проводка, в принципе, такая, ну вот почти вдоль свальчика или что там есть, потому что я не знаю, какая глубина. Потому что воблер не цепляет лопатой дном. Ну, глубина, считаю, вполне достаточная. С силиконом тут обязательно проработаем, но все-таки хочется поймать на воблер. О, выскочил. С 3-й попытки он таки его поймал. Я делаю паузу, и он смотрит. Я так пошатал воблер, и он кинулся, промазал, но не уходит. С 3-го раза, когда я так немножечко дернул, он уже кинулся.
Нет, воблера это очень интересно. Особенно если ты видишь, когда рыба вышла за этой пластиковой штучкой. И нужно что-то сделать, чтобы она клюнула. Это классно. Кстати, у меня воблер. Ну, маленькая щучка. Цвет под щучку. Вот мне интересно, понимает ли хищная рыба, какую именно маленькую рыбу она ест, там окунь или щука. Окунь это каннибал, это понятно. Он как бы не брезгует и маленькими щуками. Друзья, у нас не клюет. У меня не клюет. Чтобы понимали, оно не клюет даже на те приманки, на которые вообще вот не имеет права не клевать. Парадокс. Водоем полный окуня, тут его очень много, это четко знаю. А поймать невозможно. Я так понимаю, что нужно идти на ту такую самую рыбную точку, которая утром немножко раздала рыбы. Может быть, он там немножечко откроет рот, потому что рот закрыт и закрыт наглухо. Активная приманка, пассивная приманка, анимация активная, волочение, стук, такое гупание по дну. Абсолютно. Даже вот, чтоб какой-то там как-то свое присутствие показал. Но нет, вообще молчит. Интересно. Ну что, друзья, бывает и такое. Ну, будем заканчивать передачу. Признаю, в этот раз окунь меня переиграл. Сначала борьба шла с переменным успехом, а потом он все-таки меня переиграл. Но с утра половили на воблеры, немножко на силикон. Озеро очень интересно, я сюда обязательно вернусь еще, чтобы отомстить. А с вами был Александр Радченко. До новых встреч на телеканале Трофей.